Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз до конца декабря. Давайте узнаем, к чему все идет и что же за события сами по себе ожидают вас в течение декабря до конца месяца. И это те события, которые у нас не связаны с временными промежутками или рамками. Обычно мы делаем расклады по декадам, но не все так просто в нашей жизни, и очень часто не вписываются то, чем мы занимаемся, то, что мы планируем, именно вот в эти самые временные рамки. Вот что-то мы можем и завершить, а что-то и продолжается далее, правда? Вот давайте как основные темы декабря рассмотрим с вами. И у нас сегодня две колоды. На первой мы достанем, как три знака судьбы, три карты. Что вам хотят передать, да? Карты или что мы вопросы не задаем, но какая тема, какие энергии будут присутствовать в вашей жизни, давайте с вами узнаем. Итак, потоковая информация, которая подскажет, что нужно услышать или принять во внимание, в расчет, или, возможно, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. С чем это связано? Мы достанем первый знак судьбы, три карты. Второй знак судьбы, что нам хотят передать карты, что вам важно услышать. И по три карты мы достанем на второй колоде. У нас будут два вопроса. Что случится? Или что произойдет? Каковы сами по себе эти события? Возможно, вы пока продолжение какое-то не видите. Или как все обернется, вы тоже пока не видите. Вот давайте вот такие вопросы мы с вами узнаем. И так что же идет в вашу жизнь, да? Что же, с чем это будет связано? Произвольно три карты. И как все это обернется? Для чего все это было нужно? Или к чему все идет? Также три карты. Что нам хотят рассказать? Карты Таро. Итак, первый знак судьбы. Какой-то марафонский забег, рыцарь Пентаклей. Вообще прогресс есть по этой карте, но это не тот импульсивный или очень быстрый, скорый, один из самых медленных рыцарей. Но все же таки он едет. И поэтому у кого-то может быть связано, мы все разные, да, с конкретным человеком, который вам приносит какую-то весть или встреча какая-то, которую вы планируете, скорее всего, и к ней где-то готовитесь. Или вы сами, мои дорогие овны, собираетесь отправиться в какую-то дорогу, может быть, и в путешествие. Декабрь у нас все-таки месяц. Ну, где-то к концу предполагается, что это может быть и отдых. У нас праздники, рождественские праздники, новогодние праздники. И вы тоже и просчитываете, потому что Пентакли, сколько, какая сумма может быть на праздники потрачена. Но все же это больше деловая карта, поскольку очень такой педантично внимательный рыцарь, может быть, это и вы будете именно детализировать что-то, изучать какие-то инструкции или как будто нужно что-то вам просчитать. Давайте откроем вторую карту. Ух ты, два рыцаря. Ну, тут где-то материальная составляющая присутствует, а вот это эмоции, а это вдохновение. И вот смотрите, движение есть. Может быть, не в таком ускоренном режиме, но это встреча для кого-то очень важная. Или какой-то важный, ну, как праздник. Ну, понятно, Рождество– это важный праздник. И вообще, вот эти праздники, которые, ну, тут в зависимости от вероисповедания, кто когда отмечает Рождество, да, ну, кто-то вообще не отмечает, меня смотрят абсолютно разные люди. Но все равно вот этот календарный год, он создает некоторую ауру, атмосферу, когда мы все вместе собираемся с семьей. Или пусть с семьей не собираетесь, но все равно вы продумываете, где, когда, с кем, насколько. Вот хорошее настроение, мои дорогие овны, очень положительное. Динамика, а самое главное такая, знаете, ну, как правда, предновогодняя, и неспешная, и продуманная, вот с этим самым вдохновением, хорошим настроением. В целом, добрая аура вокруг вас, так и хочется сказать. Но у кого-то это связано именно с решением
материальных вопросов, может быть и так. И есть вопросы в целом, то, что вы хотите сделать. Если вы даже не работаете, ну, может быть, дома порядок наводите, да, вот так детализируете, рассматриваете каждую вещь, может быть, хотите что-то просто как ненужный хлам выбросить, готовитесь, иными словами. Подготовка где-то тоже идет, потому что уже где-то в предвкушении праздника, ну, такие добрые энергии. Но это могут быть как два важных человека. Один человек касаемый работы или вашего бизнеса, творчества, а другая история– это именно личная жизнь, любовь. Для кого-то из вас, мои дорогие, это может быть и знакомство тоже. Хотя по рыцарю кубков это, ну, нам не говорит карта, что это обязательно какая-то продолжительная любовь, которая ждет нас за поворотом. Нет, но вдохновиться карта приглашает. Ты как будто Овен еще пока грандиозных замыслов не строй, даже если это знакомство осуществится. А вот вдохновиться самое время. Давайте откроем третий знак судьбы. Ну, денежная составляющая присутствует. Просчитывать придется, держать баланс придется. Вообще карта финансового успеха, но и с другой стороны, ну, где-то она говорит о помощи высших сил. Вот такое значение, потому что сам по себе баланс. Должна сказать, что любая 6– это победа. Если мы даже на гексаграмму переложим, китайскую гексаграмму, там ведь как из 6 полос она состоит. И в картах Таро вся наша активность, она умещается от 1 до 6. И 6– это как раз наши действия, но уже в какой-то, в такой октаве высокой. Это уже где-то итоги. Но вы должны что-то сохранять. Вот о сохранении ведь тоже карта говорит. Да, это благоприятное время для решения разного рода вопросов. Как и по работе, как и материальных, как и личной жизни, безусловно. Но может быть это сохранять баланс между материальным и, ну, где-то возвышенным, да, как возвышенное и земное, или эмоции, или какая-то идея, может быть, которую вы хотите воплотить в жизнь. Но вот баланс между тем, что мы хотим создать, и тем, что в реальной жизни присутствует, об этом тоже может говорить карта. Но, может быть, вот это доброе время для себя самого или самой, ну, как-то потратить очень продуманно, мои дорогие. Потому что вот этот баланс, как будто мы положим на одну чашу весов 3 пентакля, на другую. Может быть, это и касается, кстати, вашей помощи. По этой карте мы встречаем людей, ну или можно это так сказать, как, знаете, нам везет. Или когда дороги сходятся вот в какой-то одной точке, или нужные двери открываются. Его Величество случай, вот это тоже проходит по этой карте. Но или, к примеру даже, мы ведь все разные, да? Кому-то нужно решить финансовую проблему, все-таки финансовая карта. И тогда эта карта будет говорить, что в вашем окружении ты как будто найдешь того человека, кто тебя выручит деньгами. Вообще на приход денег, конечно, карта, причем такая надежная. Но, опять же, считать нужно. Здесь нельзя что-то делать, ну, знаете, на эмоциях или думать, что сегодня хорошо, завтра будет так же. Нет, все-таки у нас тут руки тянутся, обратите внимание. И есть смысл такой. Любая карта имеет множество смыслов. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. О чем это? Денег в долг не давать, к примеру. Или это когда просчитывать, мои дорогие, вам придется, понимаете, может быть, отчасти рыцарь кубков говорит, вы, как знаете, на волне вдохновения. Ну да, мы можем не считать, и хочется порадовать наших любимых, а может быть и себя. Но вот все равно какая-то материальная составляющая, это какой-то базис, который вы, мои дорогие овны, должны, ну, просто держать, контролировать, по сути дела. Вот этот баланс во всем. То же самое карта вам может подсказывать, что если вам нужна как какая-то персона даже осуществить свое намерение, и пусть это касается работы, согласований, партнерских отношений. И тогда вы встретите тоже нужного человека. Причем вот как по материальным, да, и каким-то финансовым вопросам, если нужна помощь, точно так же, как какой-то дельный совет. Не советы посторонние, так в принципе, да, кто что думает. Нет, тут именно что-то по делу, с толком, с чувством, с расстановкой. Вот весь такой декабрь у вас проходит.
но и, понимаете, как будто есть и люди или человек, который вам может существенно даже помочь. Вот если мы говорим о дельном совете, это то, к чему следует прислушаться. Давайте мы немножко проясним. Рыцарь Пентаклей – это о чем вообще, в принципе? Потому что значений много. Ведь и правда, посмотрите, пятерка Пентаклей говорит, что мы как будто можем финансовую брешь преодолеть. Для кого это актуально? Или продумать какую-то свою стратегию. Стратегию, тактику на длительный период времени, лет на 10, кстати, по этой карте. Может быть, удели внимание, Овен, партнерским отношениям, надежные люди. Это для тебя основа всего. Основа твоих побед, по сути дела. Финансовых, к примеру, хотя бы, да? Это не те, которые вас, может быть, дезорганизуют, или те, которые вас к чему-то призывают, а потом отходят в сторону, самый такой кульминационный момент. Как будто вот смотрите, все то, что я сказала. Пятерка Пентаклей – это всегда недостаток. Вот вам нужно думать на пару шагов вперед. Я тоже об этом говорила. Чтобы не было вот этого пролапса, провисания ни в деньгах и, мои дорогие, ведь тут недостаток не только финансовый, который мы можем преодолеть или решить, потому что есть такой человек. Найти этого человека, он определенно есть в вашем окружении. Будь то вопрос, будь то финансовая какая-то тема, но сами по себе люди для вас надежные должны быть в вашем окружении. Может быть, как и в ближайшем, понятно, но так и подальше, если мы говорим о бизнес-партнерстве или коллеги по работе. Вот тоже, кто вас окружает. Тут нельзя как-то бездумно, потому что взаимоотношения, взаимопонимание, недостаток тоже идет по этой карте. Поэтому, мои дорогие, приготовьтесь к какому-то марафонскому забегу. Здесь, может быть, вы должны какие-то важные выводы сделать. Что такое рыцарь кубков? Вот такие добрые карты начнешь доставать дополнительные. Ты понимаешь, а нет, тут не все так однозначно, правда? Королева мечей – это та, которая, как известно про образ Юдифи, уж отрезала, так отрезала. Это та персона, мы рассматриваем архетип карты, которая надеется сама на себя. И какие-то планы вы точно будете пересматривать. От чего-то вы будете так красиво уходить, потому что это не имеет значения. Вам придется в течение декабря постоянно анализировать. Вот посмотрите, нельзя что-то сделать на эмоциях, даже если очень хочется. И даже если как будто вопрос касается отношений или даже добрых ваших побуждений. А нет, вот рационализм, какой-то опыт. Вы не должны себе навредить. Это колода Чиро Маркетти. Обратите внимание, милый котик, да? И мечи – это у нас всегда интеллект. И у нас много птиц изобразил Чиро Маркетти на этой колоде, на этой карте. И птица – это всегда информация. И вот одна птичка как будто, да? Вот мы можем иметь множество желаний. Представьте, да? Включите свою интуицию. Мы услышим одну новость, вторую, третью и так далее. И, может быть, будет импульсное желание вот именно что-то продолжить. И нас это, безусловно, вот так вот вдохновляет, окрыляет. А вместе с тем очень неосмотрительно подлетает птичка вот к кошке. И вроде милый зверь, но мы-то с вами знаем, что да, милый, даже хочется прикоснуться, да, но прыжок кошки, он или действие совершенно непредсказуемы, а когти смертельно опасны. Вот, понимаете, тут есть какой-то такой тонкий нюанс, ведь эта карта тоже интеллекта, который вы должны просчитать. Не все так однозначно, может быть, мои дорогие овны, то, что вам транслируют. Ладно, давайте еще раскроем по шестерке пентаклей. Ну вот смотрите, тут явно есть какая-то аналитика, трансформация. Вы трансформируете как свою материальную составляющую или, знаете, как ваша система, может быть, финансовая, да, где-то приход, расход, или откуда к вам приходят деньги, какие-то новые планы строите, безусловно, без этого не обойдется. Но как будто то, что ты сейчас имеешь, это нужно сохранить действительно на долгий период времени и максимально свое время, например, уделять именно тому и тем людям, которые этого заслуживают, этого достойны, или достойны те вопросы, которые следуют к продолжению.
У нас в этот период ретро-уран в Тельце. И это все вопросы, которые касаемы благополучия. Это и деньги, это и личная жизнь, и без этого. Это и вопросы нашего дома. Но тут что-то завершается. Может быть, все карты вам хотят сказать, ну, как бы на бабах мы не должны остаться. Или потратить много денег на праздники, тем не менее. Потому что дальше мы будем стоять как у черты, когда не будет так, как прежде. Может быть, сама по себе какая-то финансовая система, система взаиморасчетов будет меняться, что-то точно будет по-другому. И, мои дорогие овны, тут вам нужно что-то просчитать. Какой-то выход из лабиринта. Опять же, интеллект. По тузу мечей мы ищем выход, и мы его находим. Но и если мы говорим с 13-м арканом, завершение, выздоровление, какой-то путаницы. Это все то, что я говорила. Но себя научиться беречь. Искусство аккуратных мелких шагов. Может быть и так. Сделал один шаг и осмотрись. Отдышись. Посмотри по сторонам, кто тебя и окружает, и, может быть, свою наличность. Будьте внимательны. Деньги есть, деньги будут, и радости, какой-то прогресс или какие-то ваши планы. Есть и люди, те, которые заслуживают определенно внимания и какого-то, ну, как продолжения взаимодействия. Но не все так однозначно. Я бы сказала, декабрь, не время расслабляться. Ладно, давайте будем узнавать, так что же произойдет, что идет в вашу жизнь. Звезда. Да тут на кону какие-то грандиозные планы. И я должна сказать, выбор правильного направления карты Таро нам дает по двум картам. Карта Солнца. И вы слышите, кто смотрит мои расклады давно, что это период 6-8 месяцев. А вот звезда это лет 10-20. Это далекая, мои дорогие, перспектива. Вот и мы-то с вами сейчас об этом говорим, что пару шагов вперед. Вот не все так будет продолжено, как есть у тебя в декабре. Здесь будет что-то перестраиваться. И это старший аркан. 13-й, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, это трансформация. Это значит, что нужно что-то вам очень так просчитать, сохранить, держать вот этот баланс, потому что буквально на пороге перемены, когда однозначное какое-то решение вы примете. И, может быть, это как раз будет связано как выбор направления на далекую перспективу. И я здесь тоже говорила о марафонском забеге. Тут ваши планы, но по звезде сбываются наши мечты. Вот у вас точно что-то радует. Но как будто, мои дорогие овны, вот какую-то вашу победу, ведь победа, да, шестерка, вам нужно как-то расписать, может быть, на такой продолжительный период. Опять нам снова говорят, у тебя не должно быть финансового вот этого пролапса, провисания, когда тебе словно на мечту денег не хватит. Ну, или когда у тебя не решены, может быть, вопросы по части взаимоотношений. Вам это тоже может мешать. Поэтому худой мир лучше доброй ссоры. И по пятерке пентаклей нам иногда кажется, что мы должны какой-то выбор сделать. Может быть, он и есть. Но карта подсказывает, вот именно пятерка. Тебе как будто, ну, может быть, и объединить нужно. Или знаете как, взаимоотношения с конкретными людьми, может быть, это касается какой-то деловой сферы. Один есть человек, который, тем не менее, значимый в вашей жизни. Ну, есть ведь и люди, которые мы не можем их исключить из нашей жизни. Коллеги, соседи или наши родственники. Ну, вот тут нужно переложить на большую дипломатию или баланс в взаимоотношениях. Как будто если будет конфронтация, вот такая открытая, то тебе это может буквально помешать зарабатывать деньги. Или тебе может это как-то в финансах, ну, если ты и сам не просчитаешь, и если будет вокруг тебя какая-то напряженная обстановка, каким-то образом это будет воздействовать на финансы. То есть помните, взаимоотношения и деньги, вот здесь все это увязано. Вот в этом тоже нужно держать баланс. Что случится, а что произойдет? Ну, вот этот самый выбор. По двойке мечей, мои дорогие, тут, как знаете, мы как будто в искаженном виде что-то видим. Или вот этот вид, он нам представляется из каких-то внешних событий, которые нам словно недоступны, да, но мы это представляем. Тут ведь девушка с повязкой на глазах, и значит, реальную картину она не видит.
Она смотрит вглубь себя. И вот эти два ворона, которые пытаются сорвать повязку с глаз девушки, у них это не получается, они в итоге путают волосы, и в итоге какой-то хаос. И ей кажется, боже, что происходит? Ну а что происходит? Сними повязку, и перед тобой откроется ясная картина. А здесь как будто она находится на развилке. Тут нужно выбирать, куда иду дальше. Вот то, что я говорила. Ну вот вы понимаете, у вас ведь все очень хорошо. Но все карты вам говорят о том, что сумей рассмотреть как минимум на пару шагов вперед. Может быть, даже это у кого-то конфронтация именно с родственниками. Или по жилью есть какие-то темы, ну, самые разные. Волшебная карта. И я где-то говорила, не тебе будет легче жить, если нет вот какого-то конфликта. Каким-то образом многие вопросы будут решаться проще, а у вас будет настроение лучше, мои дорогие. Ну вот, видимо, вам придется какой-то, знаете, баланс держать, может быть, даже буквально вот материальный, денежный в течение декабря, чтобы, знаете, и овцы были целы, и волки были сыты, и организовать праздник, и тем не менее достичь ведь тоже где-то баланс. Если мы говорим шестерка пентаклей, по 3 карты на каждую чашу или по 3 пентакля мы можем положить, а здесь как будто по 5 тоже баланс. Причем такой почти удвоенный. И это карта семьи, радости, счастья и нашего хорошего настроения, когда у нас что-то получается, мои дорогие. Вот поменяйте, как будто откажитесь, да, или что-то пересмотрите, может быть. Я вот могу сказать, что вам действительно высшие силы помогают идти к вашей мечте, но или вот к этому душевному спокойствию, душевному теплу. Какие-то добрые события пытаются войти на ваш порог. Но мы можем на своем где-то и настаивать, не без этого, именно потому, что мы чего-то не видим. И мы не будем пока этого видеть, по крайней мере, в течение декабря. Может быть, к концу вот что-то прояснится. Или просто даже будет какой-то дальнейший, ну, как продолжение. Ну, может быть, это вопросы работы, вот потому что 13-й аркан и туз мечей. Тут явно будут еще перемены, которые связаны с внешними событиями. Может быть, это новости. Или какие-то переменные, ну, к примеру, сменится руководитель на работе, и каким-то образом это у вас, ну, для вас это окажет влияние именно на вашу жизнь. Или вам придется пересматривать в зависимости от этого график работы, поступления денег. Ну, вот так вот где-то, да. Или тут еще что-то будет происходить, именно то, что не вы инициировали, но вам это придется учитывать и принимать какое-то однозначное решение. Ну, может быть, это и где-то в декабре, но я тут больше вижу, что вы, кстати, можете это предполагать. Вы можете это где-то интуитивно чувствовать. Доверяйте себе. И вас этот период учит именно прислушиваться к подсказкам шестого чувства. Мы можем на себя и мрака какого-то нагнать, сказать, что да что это такое? Нет, тут, наверное, у меня что-то не получается, я пытался или пыталась многократно, и как будто это дело не имеет прогресса. Вот когда наша жизнь как будто, знаете, упирается в стену, нужно хорошенько подумать, а может быть, нам не нужна эта стена. С одной стороны, нас судьба останавливает, а с другой стороны, мы можем долго стучаться в эту стену, в надежде, что откроется дверь, а этой двери там, по сути дела, и нет. Нам, может быть, нужно прекратить что-то и себя как перестроить на новый лад. Так вот, давайте узнаем, зачем это все нужно, как это все вернется. Ну, вот какая-то путаница у вас точно закончится. Туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Какое-то однозначное решение. Обратите внимание, у вас 2 туза. Как минимум 2 новости. Причем очень такие важные. Может быть, это и вы сами слышите какую-то информацию и что-то просчитали и окончательно вердикт вынесли. Давайте мы посмотрим, но как будто жизнь на период до и после. Снова нам говорят о каком-то выборе достаточно сложном. Конечно, по семерке чаш хочется сказать и другое значение. Это когда у нас есть выбор из чего-то, и причем этого выбора очень много. И нас это радует, ведь это карта, кстати, иллюзорного успеха. Будет такой соблазн, как будто попробовать и одно, и второе, и третье. Но тут все равно вам какую-то одну стезю нужно выбрать.
Потому что есть риск в том, что если мы, может быть, ну вот к конкретному делу, да, как будто есть уже какая-то двойственность. Стоит мне, к примеру, куда-то ехать или нет? Стоит ли мне с этим человеком продолжать контакты или нет? Нужно мне на это соглашаться или нет? Тут у каждого свой выбор. Мы часто выбор делаем неосознанно. Но, видимо, не в декабре для вас, мои дорогие овны, потому что мы можем замечтаться и сквозь розовые очки что-то выбрать не то. Давайте я открою еще одну карту. Поэтому будьте бдительны. Снова карта говорит, что вот-вот, словно ускорение будет. Ведь это карта скорости. Для кого-то, правда, могут проиграться вопросы, связанные либо к вам человек едет, либо вы куда-то отправитесь. У кого-то из вас вопросы, связанные, может быть, с покупкой автомобиля. Может быть, продажа и покупка. На кону именно автомобиль. Редко такое, но все-таки для кого-то из вас именно выбор по части средств мобильности, имеется в виду мобильного передвижения. И вы что-то тут тоже будете продумывать. Тогда, знаете, может хотеться купить что-то одно, а голос мудрости может подсказывать что-то другое. Тогда с учетом финансов нельзя просчитаться. Может быть, и вот конкретно есть задача перед вами, а нам карты, и не только карты, планетарные транзиты, я уже исхожу из предыдущих даже прогнозов. Если все вместе мы соединим и планеты, и нумерологию, и где-то и карты Таро, тут есть такие совпадения, что для нас будет очень важно 3 составляющих, как минимум, ну, в 2026 году. Первое, понятно, финансовая безопасность где-то. Нам придется это продумывать. Второй момент. Средства мобильности. Мы должны быть, вот именно иметь возможность передвигаться, когда это необходимо. Те, кто не водит машину, не имеет машины, значит, вам придется просчитывать альтернативные какие-то запасные методы. Поверьте, это вам поможет. И третий момент– это интернет, как ни странно. Средства связи. Вот если мы постоянно держим в фокусе внимания, это мы о материальном нашем, да, именно первое– это денежная составляющая, раз, баланс, мобильность– это два, и связь, информация, интернет– три. Это как 3 кита, на котором будет строиться или 3 кита, на которых будут строиться наш успех, наше благополучие, изобилие и процветание. Будьте внимательны, потому что тут действительно это те перемены, когда мы в целом все-таки старший аркан. Он тоже говорит, что да, Овен, ты что-то узнаешь, услышишь, и может быть где-то это будет поворотный момент в твоей жизни, когда ты что-то оставишь как за спиной. Ведь не оборачивайся назад, карта дает совет. Тебе отсюда полный вперед. Но не так вот, знаете, на импульсе. Нет. А вот именно вот эти 3 составляющие нужно учитывать. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Философский такой немного получился расклад. Для меня неожиданный. Я тут думала что-нибудь другое. Может быть, что-нибудь как бабочки в животе или более праздничное. Но нет, мои дорогие овны. Тут у вас, да, соединять возвышенное и земное придется. Но все-таки земного больше. Хотя хорошее настроение и мечта. Но ведь это мы должны так себя организовать, чтобы наши мечты наконец начали сбываться. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Ссылки я оставлю в описании под видео. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.